Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Вода. Ну а сейчас ежедневная разминочка. Но у меня будет еще сегодня тренировка, поэтому только чисто для спины и для ног. Разминка. Я еще вчера по ходу застудила левую ногу, положила на подоконник, когда сидела за ноутбуком. И в итоге всю ночь не могла уснуть, болела нога, ибупрофен не помог. Так что идеально сейчас позаниматься. Довольно-таки рано сейчас. Планировала встать попозже, но вообще я люблю такое раннее время, но я просто к тому, что я вообще не спала. Ну, немножко разомнусь, может, легче будет. Потянуться тоже неплохо. Потренировать лапки. Ну, а потом займусь какими-нибудь домашними делами. Ну, или чем-нибудь приятным, каким-нибудь творчеством. Еще не решила. К ученице мне только к 4 часам сегодня ехать. Поэтому время достаточно. Может быть, еще успею поспать. Немного. Классно иметь свой зал. Сейчас буду умываться и наносить крем. Крем у меня пока что Гималая. Но он мне подошел, понравился, я им очень довольна. И под глаза будет вот такой крем. Буду попозже делать маску для лица. Но пока просто умоюсь, нанесу уход, потому что мне выходить во второй половине дня, поэтому лучше ближе к выходу. Вчера купила геркулес. Ну, еще доедала тот, что в банке. Сейчас надо новый насыпать, чтобы не хранить в пакете. У меня банка, ну, контейнер для хранения из Икеа. Он мне очень нравится, компактный, удобно пользоваться. Жаль, конечно, что я не купила сразу несколько, но кто ж знал, что такое будет. Хотя наверняка есть аналоги. Тем более, что многое производилось в России, значит, и где-то продается. И сейчас буду сразу же и завтрак готовить. Я всегда отмеряю 60 грамм в сухом виде овсянки. Иногда бывает 2 раза по 30, иногда 1 раз 30. Ну, по ситуации. Ну, сегодня решила 60 сделать. Налью воды, поставлю варить. Надеюсь, что качество будет у этой овсянки нормальное, потому что я обычно уже давно покупаю все в Питере. А тут у меня запасы закончились. Буквально не хватило там на какое-то время. Потом привезу еще. Ну, потому что у нас нет в Москве такого магазина классного. Сейчас буду варить кофе в моей любимой кофеварке. Немножко в эти шарики воды добавила, а то подсыхать стали. Кофе, если кто не знает, у меня черная карта, только вот один вид я люблю. Салфетка у меня сегодня мятная. Ну и контрастная розочка. Пиала тоже в цвет. Сюда кофе наливаю. Ну, удобно просто. И такая вот чашечка. У меня в комплекте их 4 разных оттенков. Эту я еще ни разу не брала. Красивые чашки нам подарили. В основном я голубой пользуюсь и мятной. Ну вот сегодня решила такую. У меня еще оранжевая. Ну и помимо елки свечка. Кстати, тоже икеевская. Очень вкусно пахнет.
Ну и стаканчик красивый. Удобный держатель, мне прям нравится. С колечком. Здорово и для салфеток, и для столовых приборов. А овсянку я просто обожаю. Посуду стараюсь сразу мыть. Люблю, когда на кухне чистота. Ну и, в общем, дальше посмотрим, чем займусь. Пока вроде я бодрая. Но никто не знает, как пойдет дело дальше. Сразу убираю сухую посуду. Вот честно, мне нравится мыть посуду, а вот разбирать все, что высохло, я просто терпеть не могу. У меня вечно эта полка с посудой забита. Это просто праздник какой-то, когда я все разобрала. Ну, конечно, раковину протереть, помыть. Сейчас буду печь французский хлеб. Мне очень нравится этот рецепт. Но я уже воды налила, муку просеяла, и тут уже сахар, соль и дрожжи. Потому что я записываю по калориям. Хотя этот хлеб не мне предназначается, но есть шанс, что занятие может отмениться. Даже не заметила, что я вся в муке. Ставлю на французский хлеб. И пуск. 4 часа будет хлеб готовиться. Где-то только через 20 минут будет вымешиваться. Ну, как раз будет время. Просто я хочу подарить этот хлеб своей ученице как дополнение к подарку. Ну, то есть там будет косметический подарок и вкусняшки. Типа имбирное печенье и заодно хлеб. Единственное, что я записала калории, потому что есть вероятность, что занятие отменится. Имбирное печенье, оно со временем только лучше становится, а вот хлеб не подаришь, как говорится, который будет лежать, и уж тем более из заморозки. Потому что если мне придется его оставить себе, естественно, ученица потом сделаю хлеб на следующее занятие. Но если этот придется себе оставить, то порежу и заморожу, потому что этот хлеб очень вкусный, но, естественно, я его с утра до ночи не ем, поэтому хватит надолго. Когда любимый здесь, да, мы часто печем. И вот эта мука, в принципе, оказалась нормальная. Потому что она тоже, кстати, в пятерочке продается и по ГОСТу сделана. Точно такой же ГОСТ и калорийность та же самая. В принципе, нормальная мука. Когда есть выбор, я беру именно красная цена, потому что точно надежная. Но вот это, по сути, аналогичная. Вот ашановская сделана по ТУ, причем точно там же, где и мука красная цена. Единственное, что вот здесь вот я хочу посмотреть, кто производитель. А вы знаете, как все меняется? Раньше, например, красная цена и Ашан, у них один и тот же был производитель, но с разницей, что здесь ГОСТ, здесь ТУ. Вот. Я решила посмотреть вот здесь вот. Тут, значит, адрес производства Москва. Мелькомбинат, номер. Не осталось, я оторвала бумажку. Ладно. А потом стала смотреть здесь. Тут Рязань, русская мельница. И вот Ашан, мука, которая, вы посмотрите, вы видите это? ГОСТ. Раньше было ТУ, теперь ГОСТ, тот же самый. А адрес производства совсем другой. Не такой, как был раньше, то есть не вот этот. Лимак.
Но, кстати говоря, Лимак, я покупала муку. Она так и называлась, там было 10 килограмм. Вы знаете, очень хорошая мука оказалась. Так, не хотела я открывать, но мне уже просто интересно, как это выглядит. Я потом обязательно в каком-нибудь влоге расскажу. Ну, в общем-то, она белая. Кстати, это тоже была белая. Раньше она точно была потемнее. Ну, впрочем, это тоже, знаете, одно время была темная. Я когда первый раз купила, думала, что, ну, не очень хорошая, а оказалась замечательная. И вот я точно помню, что вроде как мне вот, ну, не нравилась она. А сейчас, ох. Но больше всего я не любила ашановскую, вот эту каждый день. Ну, если адрес производства изменился, то не всегда в лучшую сторону, но бывает и в лучшую меняется. Так что посмотрим. Ну, а сейчас буду протирать поверхности. Сначала антисептиком, а потом полиролью. Я не помню, говорила или нет, в ванной хлебопечку всегда ставлю, мне так удобнее. Ну, потому что 4 часа, что она здесь будет стоять? Место занимать. Антисептик мне этот очень нравится. Ну, я рассказывала. Так, а полироль у меня Золушка. Я просто обожаю эту полироль, она классная. И средство для ковров было хорошее, но сейчас вообще нигде не найти. И на Вайлдберрис нет, и из Ашана пропала вообще. Не знаю, по какой такой причине. 100 лет этой марки. И не знаю, то ли они что название сменили, еще что-то. Потому что, например, в пятерочке шоколадка моя любимая Крутелла сейчас Мила Ванила называется. Вот как так. Ну и, конечно же, обеденный стол. Не обращайте внимания, у меня тут пакет с пакетами лежит. Просто он хранится там же, где и хлебопечка. Сейчас, пока хлебопечка в ванной хлеб печет, я пакет на место уберу. Ну и, соответственно, потом уже все разложу как положено. Ну, в целом, я пока собой довольна. Что-то хотя бы делаю. Добавила сюда гирлянду. У меня есть новогодняя, но вот я решила, что сюда пусть будет такая универсальная. Мне нравится вот эта доска. Не помню, где брала, или в Ашане, или Фикс Прайс давно. Тут вот шнауцер и мышонок. Ну, конечно, немножечко загораживает. Уже шарик. Решила, что эти шарики будут лучше смотреться здесь. Я переложила в точно такой же через ту шумовку в другую такую емкость. Потом эту помыла и обратно все вернула. Вот. Ну и тут уже лишней воды нет, при этом шарики необходимое количество воды набрали. Вот эта тара потребовалась мне все-таки под печеньки, потому что вообще у меня где-то еще одна такая банка. Одну я помыла, вот это под шарики, и была еще одна абсолютно точно, но я почему-то ее не нашла. Короче, решила переложить шарики вот сюда. Когда-то они тут и были, но не прям вот в этой штуке, потому что это было уже давно, и не конкретно эти шары. Ну, я считаю, что прикольно смотрится. Может быть, я даже как-то и вот эту гирлянду обыграю, посмотрим, как оно будет. А это я сейчас помою и высушу. Кстати говоря, вот это вот и вот это куплено в Фикс Прайс, когда он только открылся. И все было по 35 или по 36 рублей. У меня то чувство, когда ищешь вчерашний день. Потому что в итоге я пошла искать банку в сервант. В серванте не оказалось. Когда я выходила из комнаты, я увидела на столе 3-ю банку с печеньками. Но теперь у меня 3 банки и 2 крышки, потому что одну крышку я не помню, куда я дела. А я ее держала 5 минут назад в руках. В мытой посуде тоже нет. Короче, это очень забавно. А на самом деле надо выпить витаминок.
начинаю курс, потом забываю. Хлеб готов. Аромат, конечно, просто шикарный, на весь дом. Самый лучший ароматизатор для дома. Маску для лица выбрала себе вот такую. Сода Grace Face из L'Etoile. Я до этого покупала на пробу вот такую. Это маска увлажняющая Сакура. И еще у меня с молочной эссенции. Вот такая. У меня их, в принципе, сейчас по несколько штук. И в этот раз я вот брала и на подарки, конечно же, себе одну оставила. Сейчас буду делать. Скоро уже буду выходить. Ну как, через час 10. Взяла такой пакет. Сейчас покажу, что подарю ученице. Во-первых, набор. Вот такой крем для рук. Здесь 2 крема. Тут, наверное, манго, еще что-то. Ну, в общем, красивая упаковка, очень красивая. И тюбики такие. Ну, к тому же крем всем и всегда нужен. Даже, в общем-то, ну, вот у меня он, например, редко расходуется, но все равно. Поэтому это как бы такой универсальный подарок. Вот. Потом еще из косметического маски. Вот такую суперфуд с бананчиком. Дальше Сакура как раз таки. А потом из этой серии с молочной эссенцией. И такую вот увлажняющую. Потом, естественно, еще хлеб, он прям горячий такой. Вот. И я буду упаковывать имбирное печенье вот в такую вот коробку. Ну, безусловно, я не положу прям сюда в коробку. И, конечно же, положу в пищевой пакет, а потом сюда. У меня, видите, специальный такой контейнер. Надо его уже помыть. Ну, дело такое обычное. Постоянно я им пользуюсь. Это, по-моему, тапперваровский. Вот. Тортики перевозить и так далее. Классный. Вот так выглядит. Я просто хочу еще как бы побольше положить печенек, чтобы сюда уместилось, но чтобы еще и не помять. Мы уже в зале, в студии. Тамара мне принесла вкусняшку, клубнику в шоколаде, несколько штучек, и печенье от ее мамы. А это фотоотчет от Тамары. Пьет чай с печеньками, и кот просит. Пришла домой. Обменялись всякими вкусняшками. Тамара мне принесла, спасибо тебе огромное, это клубника в шоколаде. 2 штучки принесла. Сказала на занятии съесть, но я одну клубничку съела. И сейчас вторую с чаем. А вот это пекла ее мама. Здесь песочное печенье и лимонник. Буду пробовать. Огромное спасибо. Вот как раз-таки у меня было 3 баночки. Я 2 вида печенья сделала, и вот 3-й вид. Классно, спасибо. А вот это подарок от Оксаны. Ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Мне подарила календарь вдохновения. Я, знаете, вчера сидела, думала, много о чем думала, и как-то у меня так, знаете, промелькнуло желание такое, вот бы мне Дед Мороз на Новый год подарил что-нибудь от Дарьи Левиной. Ну, календарь или книжку. Как-то мне так захотелось. Проходит час, и мне пишет Оксана, что типа на Валберес заберешь подарочек. Я когда увидела, я в таком была восторге. Календарь просто шикарный, чуть позже мы его полистаем. Вот так вот мечты сбылись буквально за час.
А я, главное, не говорила, что я хочу. То есть мы в этот момент даже общались, но я не говорила, что я хочу там в подарок вот этот календарь. Ну и до этого у меня не было каких-то таких, знаете, прям вот четких намерений, что я хочу это получить в подарок. Ну, то есть мы, как, в принципе, обсуждали, что, ну, прикольно, и все. Я просто в полном восторге. От Тамары, кстати, не только вкусняшки, тоже будет подарок шикарный. Я думаю, завтра его получу, и тогда покажу или в этом влоге, или в следующем. Я вообще тоже в восторге. Как-то так мечты сбылись просто вот в одно мгновение. Спасибо огромное и Оксане, и Тамаре, вообще классно. Такое настроение сразу. Календарь сюда повесила, но мы сейчас его полистаем обязательно. Я тут вяжу всякие интересные штучки. В общем, давайте полистаем. Сейчас я включу освещение. Оно будет засвечивать. Красота. И здесь все такое винтажное, супер. Январь — время неспешности, плавности и мягкости во всем. Время заботы о себе, отдыха. Этот месяц словно создан для того, чтобы наблюдать жизнь в ее медленном течении и вдохновении простых вещей. Смотрите, вот это какое чудо. Такой уютный домик. Это у нас уже февраль. Атмосферная фотография. Март. Красиво. Вообще, я календарями никогда не понимала, не пользовалась и никогда не вешала на стенку. Но вот этот календарь, он обязательно у меня будет висеть на самом тут вот видном месте. Но для меня это, в принципе, все видное место, хотя вот у меня тут еще веер и не один, но я это перенесу наверх, поэтому, скорее всего, что-то будет еще здесь висеть. Я, наконец-то, все-таки спустя много лет решила эту стенку по назначению использовать. Ну, потому что это гипсокартон, там у меня гардеробная, и, соответственно, сюда удобно все, что угодно приделывать, никакой пробковой доски не нужно. Вот. Апрель. Ну, до чего красиво. Вообще полный восторг. Такое, знаете, сразу настроение поднимается, когда листаешь вот это все. Красота. Май. Я вот обожаю вот такие кусочки мыла. Вообще супер. Чудо. Реальное чудо. Ой, я, кстати говоря, же как-то быстро пролистала, наверное. На чем я? Март. Если кому-то интересно почитать, ставьте на паузу. Так. Я снимаю сейчас без штатива, он у меня в другой комнате. И этот календарь у меня всегда будет. Никуда его не дену. Вот, знаете, это действительно то, что хочется иметь в своей коллекции, что не стыдно, даже почетно, скажем так, повесить на стену. Единственное, что не учли в этом календаре, ну, я вам сейчас пролистаем, я покажу, что не учли. Тоже красота. Ну, знаменитый кадр, я его помню.
Вот это меня тоже всегда у Дарьи восхищает, как она украшает свое рабочее место. Но единственное, да, здесь, ну, как это не так важно, но было бы прикольно, если бы здесь были отмечены не только наши праздники, да, например, Рождество было бы отмечено не наше, например, ну, хотя бы и то, и другое. Тем более, что и сама Дарья, она как бы, ну, ей близок викторианский стиль и тому подобное. Ну и, конечно, ее знаменитая кухня на даче. Дача у нее просто сказочная. И календарь на 24 год. Я вот знаю, что у меня ученица одна, у кого-то заказывает каждый год календари. Ну, другие люди просто покупают на близкую себе тематику, но вот я как-то избегала подобного. А вот этот календарь, да, это вообще классно. Он был упакован в пакет. Посередине была проложена картонка, то есть чтобы ничего не помялось. И вот единственное, что они так действительно не учли, это то, что вот на многих подобных календарях есть еще вот тут вот за что вешать. Потому что вот сейчас еще декабрь, и в принципе я была бы не против, чтобы календарь просто так вот висел, пока что. Но повесить его не получится таким образом. Не, ну можно, конечно, что-то придумать, но не хотелось бы здесь колхозить. Вот. Потому что вещь такая, к которой хочется относиться прям бережно. В общем, Оксана, спасибо огромное. Меня вчера все-таки продуло у окна, поэтому я наконец-то, во-первых, вспомнила, что нужно пить витамины. И сейчас решила совместить приятное с полезным. Это сделать сауну для лица, ну и заодно ингаляции. Поэтому сейчас налью воды и буду использовать, вот Fix Price когда-то покупала, антигрипп, сбор натуральных эфирных масел. Тут эвкалипт, мята, еще какое-то масло, и можжевеловое, лимонное, гвоздичное, винтергриновое, еще какое-то масло. Ну, пахнет, в общем-то, хвоей. Так что сейчас добавлю и буду дышать. И для лица хорошо, и заодно как бы ингаляция. Так, одной рукой неудобно. Ну вот уже пошел аромат и пар. Я всегда вот это средство от Пропилер использую с этим прибором, поэтому сейчас сначала распарю лицо, потом нанесу и буду так держать еще какое-то время. Сейчас буду вязать закладку в подарок в винтажном стиле. Ну, дополнение к подарку, естественно, это будет не одна закладка, разумеется. Хотелось бы, конечно, связать наборчик, но у меня вообще сейчас время в обрез. Ну, хотя бы одну. И то хорошо. Я подумала, что уже достаточно длины для закладки, потому что книги в основном формат А5, и этого более чем достаточно. Там еще будет кисточка, но этим я займусь завтра утром.
Ну, а это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 8. А я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем и до скорой встречи. Всем пока-пока.